Доброго дня, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры. Пятница, 21 октября, и я по традиции рад приветствовать всех на ежедневных обзорах финансовых рынков, в том числе и рынка криптовалют. Я поработал над звуком, я приобрел микрофон, я надеюсь, качество звука вас порадует, поэтому прошу оставить в комментариях свои отзывы, понравились ли вам эти улучшения. Я стараюсь выпускать для вас качественный контент, поэтому для меня это важно. Ну что ж, поехали. Сегодня пятница. Это конец рабочей недели, последний день, поэтому многие трейдеры стараются зафиксировать свои позиции, дабы не оставлять их открытыми до понедельника. Сегодняшняя пятница, она является немного нестандартной, поэтому немного позже, после обзора блока финансовых новостей, я вам объясню свои мысли, в чем может быть разница по волатильности в сегодняшнем дне. Что же касается рынка криптовалют, то сегодня в час ночи будет закрываться Чикагская товарная биржа. Свой обзор по этому институту я делал как-то в видеообзоре на прошлой неделе, по-моему. Ну, также публиковал данные в телеграм-канале, поэтому кому интересно, можете посмотреть и понять взаимосвязь ценообразования на Чикагской товарной бирже и какая взаимосвязь этой биржи с реальными биржами, где торгуются реальные монеты. Значит, в час ночи закрывается, рынок уходит на выходные с низкой волатильностью. Соответственно, на выходных чаще всего происходит боковое движение, за исключением, бывают некоторые инструменты, альткоины, которые в моменте могут показывать хорошее движение, которые мы ловим и торгуем совместно в нашем паблике. Ну что, по традиции опять займемся нашей монотонной работой, ведь работа трейдера на каждый день одинаково и скучна. Мы ищем тренды, мы ищем лучшие точки входа, и сегодняшний день не является исключением. Подписывайтесь на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал, где мы проводим достаточно много общения и разбираем рынок в деталях. Поехали. Тепловая карта акций. Фондовый рынок вчера закрылся также заметным снижением. То есть мы падаем уже не первый день подряд. Акции многих секторов показали отрицательную динамику. За фондовым рынком Америки подтягивается и криптовалютный рынок. Фактически боковое движение продолжается. Мы не видим никаких всплесков. Главный инструмент рынка биткоин торгуется на данный момент в минусе. Минус небольшой, но тем не менее движение боковое абсолютно пока непредсказуемое. Индекс страха и жадности уже который день находится на отметке 23 пункта. В этом смысле на рынке ничего не меняется, присутствует чрезвычайный страх. Когда присутствует чрезвычайный страх, в любом случае, какая бы ни была цена, это является зоной аккумуляции позиций разными игроками. Посмотрим, что у нас сегодня в экономическом календаре. День сегодня тоже достаточно насыщенный. Мы видим, вышла статистика ночью по Новой Зеландии, по Великобритании. В Великобритании дела, кстати, очень-очень плохо идут. Я читал статистику, что только в сентябре продукты питания выросли в Великобритании на 14%. Инфляция составила порядка 10%. Собственно говоря, вот почему происходит глобальное снижение фунта по отношению к остальным валютам, в том числе, прежде всего, по отношению к доллару. Тем не менее, через некоторое время выходит очередная порция статистики по Великобритании, далее появляется статистика по Канаде, ну и самая такая массивная начинается статистика, это американского фондового рынка, а точнее после 8 часов вечера и вплоть до самого закрытия торговой сессии в Америке. Поэтому пристально смотрим, наблюдаем и защищаем сделки с топами, в какой бы вы позиции не состояли. По традиции начинаем анализ графиков с индекса доллара. Что мы видим на этом инструменте. Я сегодня сделал
провел такую детальную работу по разлинейке графика, начиная с месячного таймфрейма. И вот к чему я пришел. Нарисовал это все заранее, чтобы уже не тратить время здесь в эфире. Значит, глобально индекс доллара идет в восходящем канале. Не раз уже это обсуждали. Максимальный пик с 2002 года это 120 пунктов с копейками. Сейчас у нас идет формирование волны Вульфа. Ее так называют. То есть мы прошли первую волну, значит, первая волна, вторая, третья, четвертая, пятая. Каждая волна имеет свою вершину. А также мы сейчас находимся в так называемой свит-зоне. То есть пятая волна еще не сформирована. Конечными целями по пятой волне это могут быть уровни 0.786, единичка, 1.272, 1.618. Так как она формируется в текущий момент времени, мы видим, что у нас есть верхнее сопротивление. У нас был достаточно интенсивный рост, начиная с июня 2021 года. Представляете, мы растем фактически 1,5 года. Мы сейчас пришли к этому сопротивлению, протестировали его первый раз, это было в прошлом месяце. И сейчас начинаем накаточку по второму разу. Да и пройдем этот уровень, не пройдем, ну, я не знаю. Это пока на месячном таймфрейме рисуется картина такая. То есть мы можем здесь рисовать некую сейчас проторговку и боковое движение, и потом мы туда все-таки можем дойти. То есть по значит, этой разволновке, разлинейке, то мы имеем все шансы протестировать этот уровень. Гадать не будем, будем смотреть в моменте. Сейчас это достаточно длинный таймфрейм, месяц, поэтому, конечно, тут детальную раскладку не дашь. Я просто глобально расскажу. Вот мы идем в этой волне в рамках пятой волны, имеем остановку, и дальше у нас должно начаться поступательное снижение по месячной разметке. Оно может длиться, представляете, вплоть до 36 года, 2036. То есть мы можем получить коррекцию по индексу доллара, и так оно технически может рисоваться. Я составил некий для себя сценарий, да, представляете, на 14 лет вперед. Да, кажется, что такое, это нереально, но посмотрите историю, то есть оно все взято и высосано не из пальца, а именно так отрабатывалось всегда исторически. И так как она рисуется сейчас, то мы имеем вполне себе все шансы получить эту коррекцию к 1936 году. Понятно, что мы идем сейчас я считаю, в такой заключительной восходящей стадии. Уровень отметки, конечно, никто не знает, никто не скажет. Там, да, много очень геополитических факторов, экономических. Но, тем не менее, в моменте рисуется вот так. Да, то есть мы можем еще иметь некий рост вплоть до середины 2024 года. Да. Как там будет дальше, понятно, что это могут быть откаты и перекаты, но тем не менее мы можем легко дальше продолжать движение по этому каналу, пока не появятся первые новости о том, что Америка справляется со своей инфляцией, и пока не начнут снижать свои ставки по денежно-кредитной политике. Что я хотел из важного обозначить, ну, скажем так, в краткосрочной ситуации. Краткосрочно это смотрим 4-часовой график. Абстрагируемся от того и смотрим, что мы имеем в моменте. Сейчас включим огонь. У нас есть фигура технического анализа, которая называется вымпел. Это бычья формация. То есть мы понимаем, тем более мы уже пробили верхнюю границу. Вот этот шип, который был образован, ну, вы видите, я его во внимание не беру, потому что это был резкий импульсный закол этой структуры. Цену вернули в диапазон, и мы имеем достаточно множество точек касания, что подтверждает данную формацию. В текущий момент времени я вижу, что мы ее опять пробиваем, и просто делаю банальный замер по этой фигуре, которая может нас привести к отметке 117-118 пунктов в ближайшее время. Случится это сегодня или в понедельник, или во вторник, или в среду, я не знаю. Но тенденция уже к этому идет. Соответственно, мы имеем все шансы продолжить по индексу доллара рост. Сегодня
хочу отметить, третья пятница месяца – это стандартная дата исчисления, вернее истечения для опционов на акции, индексов акций, а также ETF и ETN. Сегодня заканчиваются очередные деривативные контракты, и игроки обычно перекладываются в новые контракты. А как вы думаете, кто же выписывает эти контракты? Обычно это крупные игроки, чаще всего это так называемые институциональные инвесторы. Денег у них хватает. И главное, что хватает, условно говоря, силы наглости для того, чтобы немножко подзаработать на шортящих. Я недавно в телеграм-канале опубликовал информацию, вот она, вот этот пост, согласно которой у нас резко выросли put опционы. То есть игроки пытаются играть на понижение. Что мы понимаем интересно для крупного капитала? Если они видят тенденцию к тому, что большинство участников, физиков шортит этот рынок, то в их интересах эти шорты просто устроить им так называемый шорт-сквиз. То бишь, с учетом того, что сегодня кроются многие контракты, прямой интерес может быть сделан таким образом, что они просто снимут эту ликвидность. Да? Соответственно, сегодняшний день он может быть слишком волатильный. На открытии американской торговой сессии, да, сейчас рисуется картина такая не совсем радужная, вроде бы как кажется, что все заваливается, индекс доллара растет вверх, все остальное идет вниз, фьючерсы на американский индекс минусуют 0,5-0,6%, то есть внешне зреет крайне негативная картина, да, то есть мы росли, сейчас пошли в откат и все думают, ну все, сегодня, значит, мы должны заработать, потому что положительной тенденции на рынке нет. Как мы знаем, это самое время для крупняка взять и снять эти сливки с рынка. Многие финансовые отчеты многих компаний, они являются крайне негативными. То есть рынок рос в моменте, между прочим, надо заметить, почему рос S&P 500, в том числе из-за того, что там и Китай подогнал новости о том, что они снижают время по нахождению на карантине вновь прибывших с 10 до 7 дней. Ну и плюс была определенная положительная динамика, связана с отчетностью банков. Ну и также пытались подогреть интерес и подзасадить в лонги, скажем так, на каких-то интересных им отметках. Одни, скажем так, институционалы пытались завлечь других игроков и участников рынка в то, что все позапрыгали в лонги, потому что мы вроде бы как отбились от уровня. То есть мы понимаем, что на этом рынке интерес крупного капитала заключается лишь в одном, чтобы сбрить всех остальных. Я уже не раз говорил, что на этом рынке зарабатывает только от 5 до 3% игроков. 95% фактически сливают. И сливают это потому, что умелый крупный капитал может умело управлять неумелым мелким капиталом. И наша задача в этой сфере подстраиваться под крупняк, думать как он, пытаться думать как он, анализировать как мы умеем. Но вроде бы получается в данный момент времени неплохо. То есть надо анализировать множество моментов, множество фундаментальных факторов и вещей. И когда ты все это сводишь в одну единую, скажем так, кучу, ты начинаешь понимать все происходящее на этом рынке. И надо понимать, что на этом рынке заработает только, во-первых, терпеливый, во-вторых, аккуратный, и в-третьих, внимательный ко всему тому, что происходит вокруг нас. То есть, когда мы видим, что есть опасность на рынке, и мы лезем туда с необоснованными, например, лонгами, хотя картина полностью противоположная, многие люди на этом и теряют. Да, и сейчас и шорты страшны, объясню почему, потому что уже когда все шортят, входить глобально в шорт, никакого, ребят, смысла нет. То же самое, как и это касается абсолютно всего рынка, в том числе и криптовалют. То есть, когда мы пропустили, допустим, глобальное основное движение вниз, с 69 до 30, до 20, то входить в шорт глобально сейчас совершенно неинтересно, потому что, во-первых,
есть повышенный риск того, что тебя просто сбреют. И то движение, которое, вероятно, можно словить, 1, 2, 3 тысячи, ну, оно, во-первых, особо ничего глобально не даст в портфеле, но, с другой стороны, головная боль может от него появиться. Окей, я обозначил те аспекты, которые считаю важными. Смотрим дальше. Значит, индекс доминации USDT. Идем по-прежнему в восходящем клине. Повторюсь, что структура это когда-нибудь закончится, но пока в текущий момент времени все-таки она развивается в положительном ключе. И индекс USD доминации продолжает расти. У нас сегодня есть плюс 0,4% от вчерашнего дня, соответственно, мы видим какой-никакой рост. То есть из альткоинов, из биткоина деньги переходят потихонечку в стейблкоины. То есть на сегодняшний день вообще в принципе кэша на рынке столько, сколько не было никогда. То есть деньги постоянно приходят и они ждут своего часа. Соответственно, ну, понятно, что когда-то мы получим взрывное вливание этих денег назад в рынок. Просто на каких отметках, опять-таки, знает только умелый манипулятор, который понимает, что он делает и ждет определенный момент. Значит, что касается, да, я вам даже покажу, золото. Смотрите, мы идем четко в нисходящем тренде. Да, был отскок, но мы получили уже фактически восстановили нисходящий тренд, то есть золото, например, я ожидаю сейчас на отметке, это вот, ну, во-первых, важный круглый уровень, это $1500, это у нас вот, да, то есть мы видим, отсюда был предыдущий разворот рынка, ну, фактически мы туда можем и прийти, то есть у нас вообще рисуется очень красивая фигура теханализа, которая выглядит как буквочка М, и она рисуется у нас таким образом, меряется, показываю немножко аналитики, да, мы берем, вкладываем, и вот в пробой уровня, вот куда нам рисует основание этого канала. Но я считаю, что вот основная поддержка 1450-1500, но дальше уже совсем грустно, вяло, и это отметки $1200, и дальше там и ниже, и ниже, и ниже. Чего удивляться, не только крипта падает абсолютно все. Доминация биткоина растет. О чем говорит, что опять-таки из альткоина деньги пересекают биток. Да, биток такой же стрёмный, как альткоины на текущий момент, но тем не менее мы видим с вами, да, разметку, где мы понимаем, что ее начинают пробивать, и они хотят идти выше. Опять-таки технически я бы построил здесь такую структуру. Да, ну вот могут там в район 42,5 вот к этим уровням предыдущего сопротивления прийти, и это будет целевая где-то отметка, да, в ближайшее время. Ребят, смотрим за ситуацией, и, конечно, я понимаю четко, растет доминация битка, падают альткоины, то есть тут чудо быть не может, все очень взаимосвязано между собой. Биток, дневка, повторяюсь, идем в треугольнике, сужающимся, соответственно, волатильность становится все хуже и хуже. Нету никаких четких сигналов, то есть, ну, я там публикую в телеграм-канале, да, какие-то быстрые, может быть, там сделки, скальперские, ну, чисто по биткоину. Потому что так глобально никакого движения нет. Мы видим, они там вчера показали движение на 19300, точно так же спустили. То есть уровень поддержки пока локально маленький такой, ну, маленький не маленький, но мы уже давно его там долбим, это 19 тысяч. То есть если мы пробиваем эту отметку, если просто сделать технический замер этой всей вот структуры, даже краткосрочной, там, да, то вот наша цель, ребята, которая нас ждет внизу. Вы понимаете, да, что эта цель $17 700. Где у нас годовой минимум? 17 500. Я очень сомневаюсь в том, что они не покусятся на то, чтобы потрогать этот уровень, чтобы понервировать публику. Где наша там стрелочка любимая? Лично ее еще. Вот он. Вот этот уровень. Пробиваем эти отметки. Смотрите, пробиваем 19 тысяч. Следующий уровень у нас идет 18 150. Пробиваем его, идем на следующий минимум.
17500. Ну, а там уже в лес не ходи, вот будем щупать какие-то лои и можем обновить вполне себе годовой минимум. На часовике разметка, в принципе, остается та же. То есть интересующая зона на покупку в краткосрок, она находится... Сейчас я возьму FIBA. Ребят, надеюсь, со звуком все окей, потому что я так сам себя не слышу в момент записи. Но по факту буду смотреть. Ну, то есть зона 18300, она по-прежнему остается интересующей меня зоной для покупок. Вот, со стопом за уровень 18100. Но сделка опять-таки против трендовая, потому что тренд у нас нисходящий. Соответственно, у меня складывается такое ощущение, что они могут это сделать большими импульсами. То есть понятно, что когда мы подходим к важному уровню какого-то сопротивления или поддержки, закидываются импульсы, сбиваются стопы. Вот мы видим каждый минимум, который у нас был, и его просто сбивают, и все. То есть неважно. Ну вот вы посмотрите на графике, тут же ничего выдумывать не надо. Вот был, грубо говоря, минимум. Вот за ним пришли потестить. Этот минимум не тронули, закинули вверх здесь. Вот, грубо говоря, новый минимум. Вот пришли, сбили его. То есть идут лестницами. Идут лестницами специально для того, ну, вымораживают, во-первых, участников рынка. Никто не понимает, что делать. Поэтому я и говорю, что рынок сейчас настолько стрёмный. Ну, в данный момент времени он просто неинтересный. Неинтересно совершенно. То есть, я понимаю, что они закидывают фитили туда, куда им просто надо. Давайте посмотрим. Ну, по битку, в принципе, ситуация понятна, да, что мы идем, ну, идет боковое движение. Пробивает девятнашку, вернее, вот зона 19 тысяч, целевые вплоть до 18. Ну, 18100 как бы преграда, но поверьте, я думаю, что если они подойдут к этому уровню, то просто собьют этот стоп, то закинут на 100-200 долларов ниже, поэтому разумнее, конечно, искать позицию уже после формирования какого-то разворотного сетапа. Я всегда это рекомендую делать. Не ловить ножи по рынку, потому что в попытке словить первое дно получаешь второе в подарок, а за ним третье и четвертое. Это я уже из своего опыта четко знаю, понимаю, поэтому... Если вы какие-то ищете рисковые позиции, всегда ставьте такие агрессивные стопы, потому что понятно, что они могут в моменте получить разворот, допустим, от этой зоны. Но опять-таки, будем сегодня смотреть на открытие американского рынка, простите. А там уже будет понятно, где мы тут нащупаем эту поддержку. Будем ли мы пробивать ее вниз или здесь получим какой-то отскок наверх. Ну, мы видим в любом случае волатильность крайне низкая. Сегодня пятница и день такой, он всегда очень тяжелый в плане трейдинга с учетом тех каруселей, которые могут устроить американцы. Ну, я в общем всех предупредил. Хотел бы посмотреть еще пару монеток из того списка, что я давал, да. Так уже просто показать вам тот кайф понимания рынка, который я вижу, потенциал, да, движения. Монета ГМТ, давал и в Телеграме, и в обзоре уже неоднократно. От той точки входа, которую я давал, монета сделала уже 12% вниз, да. Я хочу, чтобы все понимали, что я не с головы беру все эти как бы сетапы. Это все проверяется мной заранее на графике, и потом дается какой-то контент в свой паблик для того, чтобы люди просто не попадали в какие-то неприятности. То есть я умышленно беру длинные таймфреймы для того, чтобы каждый мог посмотреть, проанализировать, над чем-то подумать там. Второй сетап, монета BAT. Да, вчера на ней первый раз прокатились. Там ребята даже публиковали свои сделки в чате. Вчера было первое движение в районе, по-моему, процентов 3. Сейчас мы замерим. Да, вчера 3%. Сегодня догнали они, опять-таки, был вкат, но потом пошли назад уже, там порядка 4,5%. В любом случае, при таких сделках стоп всегда ставится за какой-то локальный хай,
То есть, опять-таки, ну, цене надо подышать, соответственно, вам надо понимать, что если вы входите в сделку, там, даже если вы берете какое-то маленькое движение, вы можете поставить стоп либо в безубытки и при повторном поджиме к этой зоне и пробое ее опять входить в рынок на пробой этого уровня. Ну, либо просто ставить сразу некий консервативный стопчик и просто тянуть эту сделку и не нервничать, да. То есть мы видим в моменте, что реализация, ну, просто шикарная. Гал, ребят, ну, давал тоже гал. Смотрим. Пробили годовые минимумы. Смотрите, как монета бодро пошла вниз. Ну, это просто. Дна нет никакого. Только можно померить, что мы имеем в текущий момент времени, да, но я вам уже готов сказать, это 17% снижения. Поэтому берите на заметки какие-то интересные активы. Можно сбрасывать мне на контроль, потому что я фактически много занимаюсь анализом. Да, я не все успеваю посмотреть, иногда где-то могу и проморгать сам. Поэтому если я пишу в чате, берем на контроль, смотрим, потому что у меня двое глаз, а когда у нас 148 человек в чате, у нас уже умноженное на 2, это фактически 300 глаз. Поэтому одни глаза хорошо, а 300 совершенно другая может быть картина. Посмотрим Ааве. Тоже у нас, я знаю, в паблике люди сидят. Ну, здесь у нас параллельно нисходящий канал, да, пробили вверх. Авиа достаточно, ну, как бы пока она идет не так уже там плохо, но опять-таки, если они восстановят нисходящий тренд вот этими движениями, то есть если сейчас цена свалится в эту область, вот к этим, да, минимум, и потом пойдет вниз, то, ну, соответственно, мы просто перерисуем этот нисходящий канал и будем вести его ниже. Сейчас посмотрим еще в чате, там меня просили посмотреть. Ребята, некоторые монеты, ну, грубо говоря, вот цена так и ходит, да, от нижнего уровня к верхнему, от верхнего к нижнему, от нижнего к верхнему, от верхнего к нижнему. И так вот мы идем до тех пор, пока рынок не решает развернуться. Собственно говоря, все сейчас абсолютно альткоины выглядят крайне слабо. Дайдекс, ввиду этого, Дайдекс неплохо рисовал он сетап. Сейчас я вижу, что мы подходим к определенным локальным уровням. Если будем опять-таки вкатывать вот в эту зону и пробивать вот эту вот поддержку, то, ну, наверное, уже следующее будет это вот это. Ну а там, если не удержим, тогда пойдем как те предыдущие монеты, которые я рисовал. То есть технически вот эта зона, это была хорошая зона для разворота. Но опять-таки мы понимаем, что все в рынке взаимосвязано. Ничего отдельно против рынка не идет. Это бывают точечные пампы, но тем не менее, когда весь рынок мертвый и мы идем вниз, то эти пампы потом точно так же сдуваются. Поэтому всегда, когда ты входишь в монету, у тебя должен быть торговый план. То есть, если ты сидишь на споте и ты меньше рискуешь, то ты можешь докупать на нижних отметках. Если у тебя маржа, неважно какая, изолированная или кросс-маржа, то ты должен понимать свои риски и опять-таки от точки входа, от суммы, от риска ты принимаешь решение уже в моменте нахождения сделки. Так, я сейчас посмотрю в чате, что меня просили посмотреть. Немножко ролик затягивается, но я думаю, что вы можете посмотреть это на досуге, не обязательно сегодня. Суббота, пятница, вернее, последний день, когда я делал обзор, субботу, воскресенье все отдыхаем, есть время посмотреть, пересмотреть, осмыслить и подумать. ETC и MANA. Давайте посмотрим ETC и MANA. ETC. Дневка, конечно, грустная у ETC, как и у всех других монет. То есть, опять-таки, мы, вот если сделать разметку на дне, мы видим трехволновую структуру роста у нас была. Просто анализирую с нуля, я не готовился. Вот у нас была
фактически линия тренда, которая нас удерживала, да. Мы ее пробили. Сделали ретест и повалили вниз. Куда мы можем дойти по этой отметке? Сейчас. Так, важные области мы уже пробили. Следующее это, ну, опять-таки, если уже смотреть, вот этот вот пролет, он был вообще без проторговки совершенно. То, соответственно, если уже мы вкатываем сюда ниже, то, наверное, мы вот сюда, к этой вот зоне, скорее всего, и придем. Это область $15. Это не призыв сейчас шортить, потому что тут уровни уже все сбиты. То есть нашортить можно было бы ETC на отметке вот $22,5. Сейчас мы посмотрим, был пробой уровня. Ну, они держали, пробили, ну, и все, и повалили ниже. Поэтому ETC в плане лонга, ну, это пока я называю труп. Поддержку ближайшую у нас в этой зоне $15. Сейчас у нас может возникнуть импульсное движение вниз. Ну, соответственно, может возникнуть, а может пока и не возникнуть. Поэтому шорта я тут не вижу точно. Шорт был выше, но и лонга я не вижу тем более. Смотрим еще одну монету и завершаем наш обзор. Мана. Слышал я про этот щиткоин. Тоже когда-то внимательно наблюдал за ним. Давайте на Binance посмотрим. Мана. Ну, ребят, очевидно даунтренд. Да, каскадом идем таким. Как весь крипторынок. То есть он сейчас весь совершенно одинаковый. Да, есть какая-то, ну, это не зона поддержки, потому что мы уже этот уровень отбивались от него. Вот видите, да, мы отбивались, зашили. То есть сейчас какая-то поддержка тут сопливая такая, на тоненького идет. Ну, опять-таки мы ее начинаем пробивать. Следующая поддержка, условно говоря, здесь. Поддержка, знаете, это когда уровень есть, когда мы имеем несколько точек касания, и уровень является действенным, то есть на него была реакция покупателя. Ну, вот мы видим здесь, но это, опять-таки, это было 1,5 года назад. Сейчас мы опять к этой отметке идем. Ну да, мы можем сделать некую заминку, остановку там, и опять-таки можно было бы искать по мане шорты, например, в этой зоне, 0,71 цента. Когда уже цена сделала движение вниз на сколько процентов? На 20, да, искать опять очередные зоны шортов. Ну, не знаю, может быть, возникнет какой-то ретест этой зоны очередной, там, или касание трендовой, мы повалим ниже. То есть, опять-таки, мана с точки зрения лонгов, как и весь рынок, он пока не выглядит вообще ни на какие лонги. То есть, лонгов я не вижу. Все находится в депресснике. Соответственно, это надо понимать, что если ты ловишь в моменте какой-то краткосрочный лонг, это внутри дня, внутри часа, внутри 15 минут, это очень короткие сделки. Мы видим, что мы идем в даунтренде с ноября 2021 года. И это, ребята, уже скоро будет год. Да, тренд ослабевает, но поднажать еще и поддавить еще могут. Все, ребята, я посмотрел весь рынок. Интересующие меня аспекты я вам показал, разъяснил. Дальше переходим на общение в телеграм-канале. Ролик немножко затянулся, но тем не менее, говорю, будет на выходных время, можете пересмотреть. Всем хорошего дня, удачи, профита, мира и добра. Все, переходим в телеграм-канал. Всем пока.